Люди всегда стремятся к идеалу внешности. Некоторые часами могут сидеть в компьютерных играх на этапе создания персонажа, пытаясь воспроизвести лицо, которое бы подходило под их стандарты красоты. Им нравится теряться в виртуальном пространстве, ведь только в нем они могут воплотить свои мечты. Но это всего-навсего игры, которые не имеют ничего общего с реальностью. Так думал и я до недавних пор, пока не обнаружил в новой версии Photoshop встроенный редактор человеческих лиц. Этот девайс очень сильно упрощает работу по корректированию вашей генетически провальной физиономии. Итак, в новых версиях Photoshop в так называемом фильтре Liquify есть некий определитель Yobble, и в этом видео я покажу, на что эта функция способна. А начнем мы с портрета Тараса Шевченко. Как только Photoshop понимает, где на изображении находится лицо, появляется Face Aware Liquify, в котором можно менять размер глаз, их высоту, ширину, вместе с наклоном и посадкой. Таким же образом редактируется расположение и размер носа и ротовой полости, даже улыбочку можно натянуть. Кстати, несмотря на присутствие усов, расположение рта определяется почти идеально. Ну и конечно же, кроме этого, можно менять общие размеры и расположение головы. Это очень могущественный инструмент, я боюсь даже представить, что будет, если он попадет в плохие руки. Перейдем к практическому применению. Как можно это использовать? Например, вы нашли фото вашей матери в плохом качестве, на котором она направляет ствол на своего мужа после очередной семейной ссоры. Довольно стандартная ситуация для славянской ячейки общества. И что же можно с этим сотворить? Правильно обработать фото и сделать маме приятный подарок на день рождения или 8 марта. Сразу скажу, что я на полном боди-позитиве и не считаю, что жирным людям надо похудеть. Просто хочу показать, как это делается у нас в виртуальном мире. Сперва нужно чутка скорректировать форму лица и исполнить самое главное – превратить второй подбородок в часть шеи, а первый сделать более выразительным. Для этого внутри фильтра Liquify я использую обычный инструмент палец, который идеально подходит для подобных задач. Пальцуем нашу мать до достижения необходимых результатов, и после этого всегда остаются небольшие размазывания, которые легко фиксятся использованием патч-тула, о котором я рассказывал в предыдущих видео. Если вы их не смотрели, то пошли вы нахер, реально. Если вы не смотрели мои видеоролики, то это нарушение закона жизни, который гласит: перед пацанами базар держи, перед другом слово, родителей и девушку люби, и храни веру перед Богом. Надеюсь, все запомнили, кто не запомнил, можете отписываться, реально. Далее я решил использовать знакомый нам Dodge Tool и осветлить кожу. Я не расист и ни в коем случае не хочу этим сказать, что белые люди выглядят лучше черных, но вы в своем уме. Дальше нужно изменить цвет глаз из калового на что-то более приятное, например, голубой. Как мы знаем, карий самый распространенный, не уникальный, я бы даже сказал, лоховской цвет глаз, поэтому очевидно нужно исправлять. Теперь идет этап мейкапа. В этом деле я разбираюсь, так как люблю посматривать бьюти-блоги. Вот так вот обычной кистью рисуются бабские стрелочки, которые увеличивают глаза и делают их более миловидными. Также можно добавить вот эту красную акварель, что там эти девки используют, на ротовую область. Да, сейчас это выглядит как залупа, но стоит только изменить параметр наложения на Linear Burn и немного пощекотать эрогенные зоны наложения слоев, как мы получаем not bad результат, я бы даже сказал true story. А теперь я вам по-бырому открою мир цветовой манипуляции. Смотрите, если зайти в камера Raw Filter и открыть панель HSL, то можно интеллигентно манипулировать определенными цветами изображения. Вот у нее тело состоит в основном из оттенков красного и оранжевого, и если подергать, то можно повлиять именно на насыщенность конкретных цветов. Кроме насыщенности и яркости, еще можно менять и сам цвет, уводя его влево или вправо по спектру. Я лично эстетически предпочитаю розовый оттенок кожи, поэтому оставлю его. Немного тональных манипуляций и остается ретушировать лицо. Я буду делать это, как и любой уважающий себя свадебный фотограф за 300 рублей в час, нажав на инструмент лейкопластырь и точечно протыкав по всему лицу. Теперь, после окончательного отбеливания, мы имеем вот такую сногсшибательную женщину. Ну и давайте теперь сравним. Вот это мать до приятного сюрприза, а вот это после. Какой же у нее заботливый и любящий ребенок. Жаль, конечно, что вашего отца от пулевого все равно уже не спасти. А теперь я хочу испытать свои умения и поприкалываться над президентом моей любимой страны. Вы, наверное, думаете, ну куда уже больше, жизнь над ним и так изрядно поприкалывалась. А я вам скажу, что это не предел. Тактически разворачиваем и разделяем глаза, один на нас, другой на Кавказ. Добавляем дебильную улыбочку, чтобы подчеркнуть умственную отсталость. Можно усилить эффект, повторно применив последний Liquify сверху в меню.
После вторичного изменения формы лица я приступил к совершенствованию внешности. Добавил красивые реснички, обвел прекрасные президентские губы помадой, убрал грубые старческие морщины. Выхожу на финишную прямую, делая самое эстетически верное лицо, которое только можно представить. И опять добавляю мастерский мейкап. Ему здесь подойдет сделать розовые глазки, значит, да, посмотрите, какая красотка выходит, ух. Теперь надо правильно распределить помаду и добавить все, чем я, как настоящий украинец, искренне горжусь. Европейский Союз, карта Украины, безвизовый режим и лапша быстрого приготовления мивина. Вот это реально красивая девочка, я бы с такой пошел на медленный танец. Вот вам, наверное, интересно, чего это я наехал на бедного мужика? Да, но у меня есть на то причины. Личная обида. Видите ли, я снимаю хату в доме, который рассчитан на централизованную подачу горячей воды, но если я ее включу, то с крана потечет холодная коричневая жижа. И знаете, это длится уже полгода. Я последние полгода моюсь, используя чайник и вот эту бутылку. Но это нормально, чине? Я популярный ютубер, а со мной так обращаются. Да пошел ты нахуй, Петя. Ладно, давайте поменьше негатива и поговорим о недостатках. Какие же у данной функции редактирования лиц есть недостатки? Она не распознает лица животных. Хотя я бы сказал, что лица животных бывают гораздо человечнее лиц некоторых людей. И вот если я захочу сделать злючий взгляд у этого кота, Photoshop не сможет определить его лицо, и мне все-таки придется все делать вручную. Ну или как вариант попробовать применить стрижку из барбершопа в GTA San Andreas. Что насчет козлиной бородки? Фу, не, это слишком убого. Давайте дальше. Перейдем к насущному. С помощью этого инструмента можно заметно похудеть и похорошеть. Но как же насчет обратного эффекта? Возможно ли добавить жир? Для этого я отредактирую фото очень популярной бьюти-блогерши 2003 года рождения Кати Адушкиной. Мои подарки на день рождения. Ух, камера. Луи Виттон. А мне, друзья, на прошлую днюху подарили открытку с 1 гривной. Но неважно. Она снимает про свою жизнь и косметику. Меня, в принципе, очень интересует данная тематика. Ну, я люблю это. Косметика и женские штучки — это моя жизнь. И поэтому, собственно, я решил взять ее фото. Только в этом случае я вам покажу, как делать наоборот. То есть делать красиво. Расширяем лицо до внушительных размеров и корректируем форму. После чего с помощью патча берем первый подбородок и клонируем его во второй. Тут очень важно грамотно соединить новый подбородок с лицом, но больших трудов это не стоит. Заделываем резкие переходы оттенка кожи, пересаживая ее с других частей лица. Высветляем, и в завершении можно добавить похотливый взгляд, но не советую делать это с детьми. Давайте же оценим, насколько сильно она похорошела после моей обработки. Земля и небо, подписывайтесь. Ну и напоследок я сделаю то, ради чего мы все здесь сегодня собрались, да, то есть самое легендарное фото интернета, которое так и просится на то, чтобы с ним покуролесили. Кадрируем главного героя и, как мы видим, определитель лица не подводит. Дальше нужно провести уже привычные нам автоматические и ручные манипуляции тюнинга лица. Красиво. Но просто так его оставлять нельзя. Сюда напрашивается пара штрихов. Чтобы сделать его настоящим мерзким ублюдком, добавляем сигарету в рот. Кстати, это вредно. Если вы курите, то мне неприятно и у вас будет рак. Подгоняем по размеру, перспективе, цвету и тени. Завозим легкий дымок. И чтобы было ясно, что к чему, вешаем на него женские стринги. Подчеркивая его альфа-излучение, нужно еще нанести следы от страстных поцелуев. Конечно, всегда можно найти PNG-картинку в интернете, но я не думаю, что вам где-то удастся найти губы слаще, чем эти. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы самому себя засасывать. Если бы я так выглядел, я бы даже сам себя трахнул. Компилируем следы любви, и в завершение я хочу, чтобы вы просто посмотрели на него. Вот так выглядит настоящий подонок. Мне больше нечего сказать. Надеюсь, вам было полезно просмотреть данный видеоролик, и вы не будете уродовать своих друзей, потому что у них тоже есть чувства. До встречи.